Елизавета Петерс. Да, Вячеслав, даже не видя ни одного вашего урока, а видя только ваши работы и слушая ваши беседы, у вас получилось влюбить меня в натюрморты. Это совершенно замечательно. И еще хочу влюбить вас в композицию. То есть все, что вы рисуете, это просто набор пятен. Попытайтесь наслаждаться этими пятнами, даже если у вас в руке просто простой карандаш. Вы же можете их штриховать условно, в тоне, разные эти пятна брать, понимая, что за ними цвет, и это будет побуждать вас к работе творческой, в цвете потом. Бато, как-то мы беседовали, говорил, что меня не побуждают писать фотографии цветные, даже просмотр тех мест, где я был, а рисунки, выполненные карандашом, композиционные вот эти вот нашлепки, побуждают сразу писать. О чем это говорит? О том, что за этими конфигурациями пятен, которые он рисует, которые рисует художник, он видит возможность творческих сочетаний в цвете. Натюрморт это или мотив пейзаж, или фигурная композиция, не имеет значения. Наслаждение происходит, когда ты прорабатываешь композиционные решения, когда ты находишь их даже в черно-белом варианте. Попробуйте, это очень заразительно. Обычные сценки, люди, я не знаю, дома кто-то кушает, кто-то что-то играет. Из этого можно выстраивать свои композиции, новые, неожиданные. Сочетание вот этих пятен, их композиционное выстраивание разное, побуждают взять холст и делать небольшого формата, не обязательно. Делать композиционные решения разные, цветовые. Тут 3, праздность бывает разная. Вот вы, Слава, при всей разности ваших работ работаете в одном стиле. Мазки кладете именно так, как вы кладете. Но я по-разному кладу. Разные решения. Посмотрите, зайдите на сайт и посмотрите разные работы. Совершенно разные решения. И по этим нюансам приобретайте узнаваемость. Вот как Фешин, например. Вы же узнаете руку мастера, чтобы он не писал? Узнаю. Другое дело, когда тебя кидает из стиля в стиль, и ты не можешь определиться и выработать свою собственную узнаваемость. Вот меня в этом смысле не очень-то заботит узнаваемость или стиль собственный. А вот решение композиционное, то, о чем я до этого сказал, сама живопись, новизна живописи, вот это побуждает писать и сочинять что-то новое. Натюрморт можно же поставить, я не знаю, не обязательно сложный, из 3 предметов. И писать его, один этот натюрморт, находить разные решения. Это совершенно удивительно. Попробуйте красный не брать красным в лоб, синий не синим, а идти через сложные цвета. Это же поиск одного решения, одна линия. В одной линии можно миллион сделать вариантов. Возьмите, к примеру, посмотрите работы Врубеля. Там нет откровенно красного синего цвета, но есть стилизация цвета. Посмотрите, как они сгармонизированы. Демоны посмотрите, это же мозаика, цветы там как написано, мозаика пятен. И идите вглубь, в изучение себя, своих возможностей через живопись одного мотива, разными стилями даже. В какой-то момент вы почувствуете, что вот это мне наиболее интересно. Пусть будут разные стили поначалу. И как только вы выберете свою дорогу, свое направление, в котором вы купаетесь, где вам прям жар, хочется раздеться, писать обнаженным, я так часто делаю, потому что жар распирает от экстаза внутреннего, мне жарко. Вот это будет критерий того, что вы попали. Развивайте это направление. Пишите уже несколько мотивов в этом найденном вашем стиле. 9-й урок в моей онлайн-школе «Дизайн в живописи». Он был записан в Калифорнии, в саду, где много роз. Этот урок посвящен тому, как стать хулиганом в живописи. А здесь есть еще тень. Как быть спонтанным, не привязываться к цвету, который ты видишь, а сочинять его на основе композиционных пятен, мыслить пятнами. Как это? Как все разложить? Мотив понятен. 2 куста больших розовых
зелень на переднем плане, трава, на заднем плане зелень. Но ведь наша задача написать художественное произведение, сочинить на эту тему нечто удивительное. Вот этот урок об этом. Как научиться писать легко, как писать впечатление. Нужен ли подготовительный слой краски в живописи? Можно ли обойтись без него? Этот урок интересен тем, кто любит спонтанную, живую живопись и хочет перестать разглаживать волосок к волоску в своих работах. 9-й урок – дизайн в живописи. Туту-трип, вы знаете японского художника Хироши Мацумото с совершенно потрясающими мини-абстракциями. Но я посмотрел его работы, хорошие. Если не знаете, посмотрите, скажите свое мнение. Хорошие. Многие не понимают абстрактных работ. Как по мне, это следующий левел после импрессионизма. Способность видеть еще более обобщенно. Я думаю, Бато переходит на абстракцию. Какое ваше мнение? Ну, что значит переходит? У каждого художника есть время, когда он начинает, ему скучно писать то, что он уже знает, и пишет то, что он не знает. И то, что он не пробовал, пытается в этом найти себя. Но несколько лет назад, может быть, 5-6, мы говорили с Бато на эту тему, и он сказал, что экспериментирует, да, с новыми вот этими решениями, и что ему это очень интересно. Так что те, кто пишет, что у него какие-то работы там недоделки, это не так. Каждая работа, где он поставил подпись, это доделка. Он отвечает за нее, это найденное решение. А чтобы художнику начать понимать абстрактные работы, от которых он вот сторонится, нужно просто попробовать себя в этом, мне кажется. Пописать. Я вот как-то приехал, меня пригласили на пленэр, такой международный был в Сербии, и там удивительный такой городок есть, наверняка многие знают, Нови Сад. И я там ходил и писал сначала так, я писал мотив, ну, улочка обычная, домики, ну, такой городской пейзаж, прекрасный город. Я писал мотив в решении, ну, таком импрессионистическом, а потом в таком абстрактном я пытался, мне было интересно этот же мотив написать в абстрактном решении, но отталкиваясь от него. Не просто набор как пятен, как это делает Хироши. Кстати, у него тоже, он отталкивается от мотива, это видно. И он пишет только ощущения, только напряжение различных цветов, их сочетание. Он в этом находит красоту. Мне было интересно писать на уровне вот почти на лезвии бритвы, когда это узнаваемо и неузнаваемо, когда за этим есть что-то, что меня поднимает вверх, заводит. Работы, сделанные там, я покажу в конце ролика, и абстрактные, и полуабстрактные, и такие импрессионистические. Так вот, чтобы почувствовать гармонию пятен, попробуйте сделать такой эксперимент. Вы стоите, мотив, который вас впечатляет. Вы пишете, как вы можете, а потом превращаетесь в принтер, который настроен на 6 dpi, то есть 6 пятен из всего, что вы видите, ну 6-8. Разбиваете все, что вы видите, на вот эти 6-8 составляющих, и их кладете в сочетаниях. Смотрите, что получится. И делайте это разные по напряжению, разные по контрастности, по цвету, различные решения. Вот на таких вот штучках. 10 на 15. Несколько штук сделайте. Причем без нюансов. Просто набор пятен. Вы почувствуете магию решений, энергию, когда одно пятно с другим рядом начинают вибрировать. Ваша реалистичность никуда не уйдет, никуда не денется. Это просто будет упражнение для того, чтобы почувствовать себя комфортно в пятне. Следующее упражнение можно сделать так, что этот набор пятен, который вы выстроили, берете одно какое-то и делаете нюансы, как центр композиции. Посмотрите, что из этого выйдет. И выкладывайте работы в телеграм-канал, мы посмотрим и удивимся все вместе. Мы частенько делаем такие задания на мастер-классах, на живых. Причем пишем на время, пишем на, я не знаю, 10 минут. Мы ставим, я таймер включаю, и студенты пишут. Получаются удивительные результаты. Ну, напишите сейчас в комментах, те, кто это делал, и ваши впечатления о таких упражнениях.
Валентина Зинченко, спасибо вам, слава за радость, творчество и восторг от пленеров на Альхоне. Был рад с вами поработать, Валентина. Незабываемое время. Может, стоит повторить зимой, весной, летом. А у меня вопрос. Увлеклась и зарисовала края холста под натяжку на раму. Бортики такие, да, которые оставляются. И если уйдет вверх с небом и сопками, работу можно выбрасывать. Посоветуйте, пожалуйста, как закрепить картину в раме, не срезая вверх. СПСБ, Валентина, за ваш вопрос, за комментарий. Я думаю, единственный вариант – это взять и наклеить этот холст на ДВП, вспененный полистирол, либо на пенокартон. Берете заднюю сторону, промазываете шпателем, резиновым клеем, потом промазываете саму поверхность вот этого ДВП или пенокартона шпателем сжиг, вот, или мастихином большим сжиг резиновым клеем. Он быстро высыхает, и потом накладываете и просто разглаживаете руками, если холст уже сухой, с краской. Это единственный вариант, потому что, продаются же холст на картоне, 50 на 70 продается, 50 на 60. Я не думаю, что у вас прям большой такой формат. Это решит проблему, работа останется в целости. Не забывайте, друзья, поставить лайки. Это же нужно нам для развития канала. Ставьте их все время в момент просмотра. Вот это важно. Комментируйте, задавайте вопросы. Яркие, сочные, безжалостные.